Весна уже в самом разгаре. Лес ожил после долгой зимы, повсюду поют птицы, а сосновый бор стал по-настоящему живописным. И вот я с рюкзаком за спиной вновь отправляюсь навстречу новым приключениям, шагая по звериным тропам. Брожу по этим звериным тропам в лесу. И, наконец я понял, где они все сходятся. Та-дам! Это же настоящий лесной водопой. Большая лужа, куда все животные с этого района приходят попить. Да и косули, и кабаны, и лоси. Кругом следы диких животных. В радиусе нескольких километров здесь нет каких-то вот постоянных рек, озер. Здесь есть только вот такие вот небольшие маленькие лужи, в которых животные и утоляют свою жажду. Это и кабаны, и косули, и лоси, и лисы, зайцы. Очень много всех, кто здесь живет, приходит именно на это место. Поэтому вокруг, со всех сторон, сюда приходят звериные тропы. Друзья, я ненамного отошел от озера, от лесного. Там вижу каких-то животных крупных. Сейчас возьму другую камеру и попробуем их с вами рассмотреть. Обалдеть, это олени! Настоящие! Я не знаю, это пятнистые или благородные. Но какие-то из них. Первый раз у нас в регионе вижу оленей. Все, убежали. Офигеть, какой тут богатый животный мир. Это круто. Я хочу сделать землянку неподалеку от этого места. Всем привет, вы на канале Тайные Тропы. Сегодня с вами снова Илья. И вот такое вот у меня внезапное включение вступления. Дело в том, что я сейчас иду по лесу, в котором еще ранее никогда не бывал. За моей спиной рюкзак, в нем все необходимые вещи на 3-4 дня. Я не знаю, сколько я тут пробуду. Моя цель — построить небольшую землянку. И сейчас я иду и ищу максимально подходящее для этого место. Здесь мне нравится пейзаж. Здесь очень много мха, очень много сосен. Значит, со стройматериалом проблем не будет. Вот лежат очень-очень много поваленных деревьев. Щавель. Обожаю щавель. Всегда на даче. Весной. Когда он вылезал, я первым делом его весь обгладывал. Все эти первые листики. Мне эти места нравятся все больше и больше. Скажу я вам, друзья. Надо срочно где-то искать место и уже приземляться. Мне кажется, это место то, что надо. Здесь и много стройматериала, и неплохие склончики, где можно вырыть такую полуземлянку. Ну, тут, конечно, хорошо кабаны порезвились. Причем следы довольно свежие. Не очень давно они это сделали. Прям все ископано. Ну, значит, этому месту будет не так обидно, когда я тоже тут немножко копаю.
Похоже, что я его нашел. Вот. Под этой березой будет мое будущее строение. Сегодня, наверное, самый сложный день будет в этой всей эпопее. Нужно вырыть яму, нужно натаскать бревен, нужно их сложить, сделать крышу, потому что погода нестабильная. То дождь, то снег, то солнце. Вообще я не понимаю, сейчас весна или как, или продолжение зимы. Но тем не менее, мне нужно как-то пережить эти несколько дней. Обосную выбор именно этого места для строительства новой землянки. Во-первых, здесь склон. Соответственно, дальняя стена будет уходить практически в землю, а передняя стена будет более открыта. Следовательно, в нее будет легче попасть. Плюс вода. Она здесь на склоне скапливаться не будет, а стекать вот в эту яму. Почва здесь песчаная, вода долго задерживаться не будет, и это хорошо. Вокруг очень много природного стройматериала. Это и мох, и валежник, и березовая кора. Потому что эту землянку я хочу сделать в большей степени, не знаю, получится ли полностью, но в большей степени, из природных материалов. И покрытие крыши, и стены, и утепление. Все это будет из природных материалов. Весенний лес сейчас особенно красив. Сосны наполняют воздух хвойным ароматом. Где-то в кронах не смолкают птицы, а под ногами зеленеет мягкий мох и пробиваются первые лесные цветы. Именно в таком месте хочется остановиться и начать что-то новое. Сейчас я рублю сосновые ветки, чтобы сделать из них 4 крепких колышка. Затачиваю их топором, чтобы вбить в землю и наметить периметр будущей землянки. С этого тихого уголка среди звериных троп и весеннего пробуждения природы начинается моя новая лесная история. Вот и заложен первый колышек этой землянки. Дальше будет только лучше. Вот так вот я очертил границы моей будущей землянки. Конкретно яма будет 2,30 на 2 метра. Лежак, соответственно, будет на длинной стороне. Спереди, с одной стороны, будет печка, с другой дверь и стол. Думаю, это будет оптимальная планировка для такого строения. Сначала я прохожусь лопатой по всему периметру будущей землянки, аккуратно подрезая дерн и обозначая четкие границы. Так контур становится более ровным и понятным. А дальше уже можно начинать основную работу. Шаг за шагом снимаю верхний слой. Вонзаю лопату глубже и выбрасываю землю наружу. Очень быстро я разогрелся, так что вскоре пришлось снять верхнюю одежду. Работа только начинается. Но даже сейчас уже видно, как среди весеннего леса понемногу появляется форма моего будущего укрытия. Я уже забыл, каково это копать земляночную яму. Мне кажется, я только четверть, наверное, всего объема выкопал. Где-то вот тут вот спереди. Ну, метр, наверное, надо под землю углубиться, а там сзади 1,5. А вот грунт здесь просто замечательный. Песочек легко копается, легко выкидывается, он еще после зимы влажненький, не рассыпается так сильно. Прям белиссимо. Обожаю такие сосновые леса с таким песочком, но все равно это довольно сложно.
Знаете, друзья, яма довольно глубокая уже. И хочется, знаете, забить на это все и делать уже в этой яме полуземлянку. Так, ну и пусть, что она там будет торчать на какое-то расстояние вверх. Но нет, как показывает практика, не стоит экономить на яме. Пусть лучше она будет чуть глубже, чем, в принципе, вам достаточно в данный момент. Но зато впоследствии внутри землянки будет больше места. Там можно будет выше стоять, и она будет более неприметная. Все, коли уже мешаются. Очертания ямы есть, и ладно. ЧП. Стены начинают обваливаться. Только я обрадовался, что вот-вот прям осталось чуть-чуть докопать. Эта яма мне подкинула. Ну, подкинула еще минут, не знаю, 5-10 работы. Эх, ладно. Финальный штрих, откапываю входную часть, чтобы не через крышу залезать в землянку, а нормально через дверь. Чтобы эту дверь установить, чтобы ее нормально открывать, нужно сделать под нее, конечно же, туннель, иначе никак. Ну и по бокам, я думаю, что слева у меня будет дровник, а справа у меня будет такой небольшой палисадничек с окошком. Мне кажется, это будет белиссимо. Ладно, продолжаем. Друзья, есть одна вещь, которую ты понимаешь, когда находишься далеко от дома. Тут у меня все по-простому. Будущая землянка, лопата, кругом лес, мох, птицы поют, косули орут. И на этом фоне до тебя очень четко доходит, что самое важное в жизни — это люди, которые тебя ждут дома. Раньше я вообще не понимал тему с цветами. Ну, казалось, цветы и цветы только по праздникам. А потом понял, что это один из самых лучших способов без лишних слов оказать человеку внимание. И самое интересное, для этого вообще не нужен повод. Даже если вы сейчас находитесь не дома, а, например, как я, в лесу, можно открыть приложение «Русский букет» и за пару минут отправить приятный сюрприз. Мне понравилось, что у них в приложении можно выбрать не только цветы, но и сладкие букеты или клубнику в шоколаде. То есть можно подобрать не просто что-нибудь, а реально подходящий подарок под настроение. Плюс цены хорошие и само приложение удобное, все быстро и понятно. Из полезного у них доставка 24/7. Можно отправлять подарки даже на большом расстоянии. И есть доставка по номеру телефона, если адреса у вас нет. Еще кладут бесплатную открытку. Это всегда делает подарок более личным. Честно, заботиться о своих – это не слабость, это наоборот нормально. Я бы даже сказал по-мужски. Сложно говорить о чувствах – закажи цветы. Хочешь порадовать близких без лишних слов – закажи цветы. Это работает лучше, чем многие долгие разговоры. Если вы хотите тоже сделать кому-то приятное, скачивайте приложение «Русский букет» по ссылке в описании. Используйте промокод ТРОПы, по нему будет скидка 12% на заказ в приложении. Самое физически сложное в строительстве землянки — две вещи. Это копать яму и это пилить и таскать бревна. Собственно, половину самого сложного мы с вами сегодня сделали. Даже еще ночь не наступила. Вообще нонсенс. Осталась вторая половина. Вот пила, вот лес. Идем пилить. Для землянки мне понадобится несколько десятков стволов примерно одинаковой толщины. Часть длиной 2 метра 30 сантиметров, а часть просто по 2 метра. Именно из них будет собираться первый срубовой венец, который задаст основу всей конструкции. Весенний лес вокруг будто живет своей неспешной жизнью. Где-то над головой перекликаются птицы. Между деревьями гуляет прохладный ветер.
а под ногами мягко пружинит прошлогодняя хвоя и мох. Здесь много валежника, и это большая удача. Не нужно ходить за бревнами на дальние расстояния. Можно их брать на одном месте. Но даже при этом такая работа остается тяжелой. Каждое бревно сначала нужно найти, потом отпилить в нужный размер, очистить и дотащить до места строительства. Со стороны это все может казаться просто, но на деле каждый такой поход забирает силы и время. Постепенно, бревно за бревном, я собираю материал для землянки. И среди этого тихого леса будущий сруб понемногу начинает обретать реальные очертания. Самые толстые бревна пойдут на самый низ. Первый венец. Толщина первого слоя бревен примерно 20 сантиметров. Соответственно, отмеряю по обе стороны этого бревна по 20 сантиметров. Допиливаю ровно до половины бревна пилой и топориком стесываю вот эту вот часть. Таким образом у нас получится что-то подобие сруба. Ну, конечно же, не тот сруб, который вы привыкли видеть в деревенских домах, а что-то более примитивное. Но, мне кажется, для землянки это будет вполне приемлемо. Щели между бревнами буду прокладывать мхом, тут его много. Да будет свет, электричество в каждую землянку. Вот у меня остались такие кусочки пенька. Если их сложить, то получится как единый пенек. Сделаю из него финскую свечу и на этой финской свече приготовлю себе ужин.
Теперь у каждой четвертинки нужно вырубить сердцевину. Ну, чуть-чуть вот буквально. Чтобы при сложении этих запчастей в центре получилась дырочка. Она-то нам и нужна. Для растопки нашей финской свечи лучше всего подойдет, конечно же, береста. Благо, берест тут много, и у меня на них, помимо растопки, большие планы. Сегодня буду выпендриваться, разжигать огонь огнивом. Давно такой бушкрафтерской фигней не страдал. Сегодня пострадаю. Ходил, значит, очередное бревно делал. Пришел, тут, блин, опал. Трындец. Хорошо, я яму выкопал больше, чем надо. Можно эту всю землю за бревнами пихать, и нормально будет. Ну, ладно, не все. Частично. Да, щель, конечно, получается знатная, но здесь есть мох. Я надеюсь, мох поможет решить эту проблему. Тушенка моя. Сам делал. Ай, вкусняшка. Что ж, вот такой вот у меня нехитрый ужин. Макарошки с тушенкой. Классика походных блюд. Приятного аппетита всем, кто кушает вместе со мной. Я надеюсь, что ваш прием пищи не менее вкусен, чем мой. Эх, пробуем. Как долго я этого ждал. Этого ужина. Возле такого вот небольшого импровизированного костра. Ну,
2 венца сложил, еще венцов 6 или 8, наверное, надо будет сделать. Ну да. Щели большие, нужно лучше, наверное, подгонять бревна друг к другу, чтобы каждый венец был похожий на предыдущий. И тогда должно быть все хорошо. Ну, если что, можно мхом это все заложить, чем-нибудь там забить. Благо это, ну, процентов, наверное, на 70 будет землянка. Все тут под землей, земляные стеночки. И они, я думаю, эту всю тему простят. Вот. Забью временный кол сюда. На него закреплю тент на ночь, чтобы в этой яме переночевать. Конечно, за один день землянку сделать практически нереально. Поэтому вот так вот. Пока довольствуемся полумерами. Вот такой вот у меня сегодня уютный домик получился. Лежанку я хотел сегодня сделать, но нет, все. После такой ямы и после таких бревен просто не могу себя заставить пойти еще в ночи эти ветки пилить. Расстелю плащ-палатку по низу, на нее положу коврик и в спальнике лягу. И будет мне, надеюсь, хорошо. Закончился, друзья, первый день строительства моей новой землянки. Я выбрал для себя совершенно новый метод строительства. Это такой, знаете, недосрубный, полусрубный, когда бревна складываются именно колодой, без различных фиксаторов в виде угловых бревен, вертикальных именно. День был довольно тяжелый. Выкопать такую яму, натаскать такие бревна, это, конечно, очень сильно мне сил забрало. Но, тем не менее, впереди еще много работы, впереди еще много бревен. Сюда таких же надо принести. Вот и все тут сделать как надо. Мхом все обложить, крышу потом тоже. В общем, много всего. Лес этот меня очень сильно порадовал вообще в целом, что он такой тут существует. Очень красивые пейзажи, очень красивый мох, очень красивые сосны, олени, косули, много животных, много следов. Надеюсь, за то время, которое я проведу здесь на съемках вот этих вот многосерийных про вот эту вот землянку, надеюсь, что-то интересное еще получится подснять из животных. У меня есть тут еще фотоловушки, сегодня не до них было, но завтра я постараюсь их поставить на водопое, на какой-нибудь тропе, где ходят животные, и посмотрим, кто там ходит. Будет очень интересно. Но я сейчас дожидаюсь, пока догорит огонь. Если что-то будет интересное, я, конечно же, ночью включусь,
Но мне кажется, спать я буду как сурок после такого трудового дня. Поэтому спокойной ночи, друзья. Друзья, сегодняшнее утро просто какое-то волнительное. У меня здесь этот тент сносило несколько раз ветром. Во время каждого порыва ветра в округе звуки ломающихся деревьев, все что-то падает, хрустит, шумит. Это просто первый раз в лесу в такую погоду. Мне кажется, это довольно опасно. Но вот единственное, меня радует то, что за землянкой каких-то таких прям сухих деревьев нет. И то, что сюда что-то упадет, вероятность крайне мала. Но тем не менее, вот есть живые сосны, которые тоже могут шлепнуться на меня. Поэтому нужно следить за ними в оба и продолжать работу. Вот землянка, а вон лежит свежеупавшая сосна. Просто жесть какая-то. Сейчас еще, возможно, дождевой фронт придет. Еще и накроет меня каким-нибудь дождем с градом. Вообще романтика будет. Вот еще одна живая сосна лежит. Даже две. Вот это вот почти вырвало с корнем. Вот она. Сейчас ветер подует, и она тоже закончит свое существование. Дождь начинается, ветер по-прежнему ураганный. Вот еще один порыв идет. Ё-моё. Охренеть, конечно. Я дико извиняюсь за мой лексикон, но это трындец. Я хочу сейчас по максимуму натаскать бревен, насколько это возможно. Если вот такая вот ерунда продолжится, срочно из этого леса эвакуироваться, потому что прям крайне опасно становится здесь находиться.
Пора надевать дождевик. Капает уже, не по-детски. Вот я, значит, напилил дров, вложил их сюда. И все, и трындец, ливень пошел. То ветер, то ливень. Ой. К нашему берегу то дерьмо, то коряга, блин. Капец. Это просто обвалы. Твою ж. Ну все, тут оставаться точно нельзя сегодня. Я в таких условиях нормально не поработаю. Лучше отсюда уйти и потом, когда погода наладится, когда все наладится, прийти сюда и уже все доделать. По-хорошему. Потому что это, друзья, капец. Друзья, конец этого ролика получился довольно смазанный. Дождик пошел ожидаемо, но неожидаемо сильный. Ветер тут мне, конечно, потрепал нервы с утра. Но уже все. Уже сегодня нормально не поработать. Лучше я вернусь домой и буду монтировать первую серию этого видео, чтобы вы его пораньше увидели. А потом, я надеюсь, еще приеду сюда на несколько дней и уже закончу эту землянку до конца. Возведу стены, крышу, потолок, дверь. Да больше-то и особо тут не надо. И землянку можно считать готовой. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Я надеюсь, что вам было интересно. С вами был канал Тайные Тропы, его ведущий Илья. Всем пока, до новых путешествий.